Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на первую декаду ноября для знака зодиака Скорпион. Давайте посмотрим, что вас ждет с 1 по 10 ноября, скорпиончики. Мы коснемся сферы отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Ленорман покажет сюрприз, неожиданность. И в конце расклада у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Скорпионы, первая декада ноября. Что у вас будет происходить в начале ноября? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в отношениях? Первая карта, у кого не есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость, что у вас. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что у вас будет происходить в конце этих 10 дней? Совет или предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность, Ленорман для скорпионов. Первая декада ноября. Сюрприз и неожиданность. Ой, ну у кого-то здесь решается вопрос с жильем. Да, это может быть мечта, над которой вы долго трудились. У кого-то подписание каких-то документов или получение разрешений, связанных с государственными структурами. Но это может быть все что угодно. То есть что-то вы ждали, каких-то разрешений, документов, какие-то, может быть, договора. Также это для кого-то может быть продвижение по карьерной лестнице, может быть, вот у кого-то здесь новое назначение, новая должность или рост вашего авторитета, популярности, известности. Еще это может быть решение каких-то юридических вопросов, но я уже сказала, это может быть вот подписание договора купли-продажи, хотя тут какая-то борьба, но мы сейчас ее уточним. Или это может быть наследство, завершение каких-то судебных тяжб. Ну, может быть, я говорю, вы тут проходили какие-то препоны, связанные с чиновничеством, какие-то иерархии. Да, ключ сейчас в ваших руках. Это может быть ключ открыть какую-то клетку, да, вот башни, что это? Это может быть ограничение, неволя. Это может быть желание вот куда-то отправиться в дорогу, потому что в совет, вот что-то вы здесь ждете, планы какие-то строите. Кто-то, может быть, пытается там или хочет переехать, кто-то хочет уехать. Но решаете вопрос, но не в эти 10 дней. Еще пока изоляция вам помешает. Может быть, это поехать в отпуск, поехать кого-то навестить. Может быть, это переезд с целью там иммиграции или получения работы, например, где-то за границей. Но вот эти две карты, тройка и четверка, говорят, что вот человек сидит на чемоданах и ждет. Все у него уже, все готово. Он готов отправиться в дорогу. Но изоляция пока еще помешает. А для кого-то, может быть, какая-то простуда вас задержит. Ну, как вариант. Хорошо, в начале этих 10 дней ложится король Пентаклей. Вот этот человек, который вам может помочь вот решить этот вопрос. Это может быть чиновник. Это может быть какой-то богатый человек, банкир, риэлтор, строитель. Для женщин, конечно, это может быть ваш супруг, возлюбленный, или может быть какой-то родственник, который так вот он держит, да, на тарелочке. Также, если это касается бизнеса, вот карта может говорить, что для того, чтобы или получить новую должность, продвинуться по карьерной лестнице, вот продвижение, да, вверх, или для того, чтобы начать, для вас важен будет вот этот человек. Я говорю, может быть, это просто богатый человек, который вложится в вашу работу, в ваш бизнес. Но вы его должны заинтересовать, что он на вас заработает.
Если это банкир, это может быть одобрение, например, кредита, или это может быть чиновник какой-то на развитие вот этого малого бизнеса, подпишет вам какие-то документы. Также карта говорит, если этот человек вам что-то предложит, то соглашайтесь, а если посоветует, то прислушайтесь. Хорошо, для тех, кто в отношениях в браке, здесь семерка. Да, может быть, это преодоление каких-то препятствий на пути к вашей цели. Вот препятствия могут быть в виде каких-то закрытых, это может быть еще связано, вот эти 10 дней, да, что вот эти праздники. Из-за этого вы какой-то вопрос не можете решить, но в любом случае вы его решите. Также это может быть какие-то преграды на вашем пути в достижении вашей совместной цели, но еще это может быть борьба за свою любовь, борьба с кем-то, с кем вы проживаете. Ну, там живете с чьими-то родителями, ну, не сошлись характерами, да. Постоянно вас чему-то учат, на что-то вам указывают. Вам это не нравится. Ну, давайте мы уточним, за что вы здесь боретесь. Кто-то борется вот куда-то уехать, да. Вот получить какие-то разрешительные документы – это какая-то новая цель. Кто-то будет бороться за получение своего жилья, может быть, за одобрение ипотеки или за чью-то помощь, которая поможет вам, ну, тут может быть строительство дома, или кто-то борется еще, может быть, карта говорит, со здоровьем, чтобы забеременеть. Тут вам нужно найти хорошего врача, вот по королю Пентаклей. Это может быть какая-то клиника, больница, где вы этот вопрос решите. Может быть, у кого-то стоит вопрос здесь с ЭКО. Да, и беременность, да. Ну, страхов много, да. Страхи убирайте, они нам мешают. Может быть, здесь девятка, десятка в финансах, да, и это хочется. И то, понимаете, что, ну, с финансами что-то здесь не очень, да. Тогда карта говорит, что чья-то помощь у вас на пороге. Какой-то человек вам этот вопрос решит. Может быть, четверка говорит, что в конце этих 10 дней, ну, например, вам нужно будет лечь в больницу, где вам этот вопрос решат. Ну, может быть, кто-то ляжет на ЭКО, кто-то ляжет, например, на какую-то маленькую операцию, чтобы что-то подправить, чтобы беременность наступила. Или просто вам нужно будет соблюдать какое-то время постельный режим. То есть никаких нагрузок, лежать, да, и чтобы вот это, если это ЭКО, чтобы вот это семя у вас закрепилось. Хорошо, для тех, кто в поиске. Ну, здесь карта вам советует общаться. Вот, конечно, это карта ожидания. Здесь для того, чтобы вы обрели любовь, может мешать ваше разочарование, может быть, даже отсутствие интереса. Но вы же должны понимать, если вы хотите обрести любовь, отношения, вы должны сами предпринимать какие-то действия. И в совет вам говорят общаться. Может быть, пока через интернет, если у вас, например, нет времени куда-то ходить. Хотя вот по башне это может быть судьбоносное знакомство. Опять же, вот звезды, да, это мир интернета, коммуникаций. Это что-то далеко. Это когда человек где-то, вот, может быть, за морем, за океаном. Здесь она вам советует налаживать контакты, связи, общаться, коммуницировать. А не сидеть и ждать у моря погоды. Если вы не начнете предпринимать какие-либо действия, то Вселенная тоже за вас этот вопрос решать не будет. Давайте вам совет посмотрим. Ну, совет уже сказали, да, общайтесь. Проявляйте интерес к противоположному полу. Боритесь. Может быть, боритесь с собой, чтобы решиться на новые отношения, на то, чтобы начать общаться с людьми. Может быть, по семерке-то у вас есть кто-то на примете? Вы что-то ждете, что человек сам на вас обратит внимание? Нет, здесь карты говорят, только ваши активные действия помогут вам привлечь этого человека к себе. Ну, хотя бы обратите внимание на себя. Кем-то вы уже заинтересовались. Потому что эта карта тоже коммуникации. И эта карта коммуникации. Хорошо, работа, карьера, бизнес. Здесь может быть получение новой должности.
То есть это продвижение по карьерной лестнице. Для кого-то это может быть начало какого-то нового проекта, бизнеса, работы. Для кого-то, может быть, работа связана с признанием вас, то есть известность, популярность. Может быть, у вас работа связана, например, с блогерством, или актер там, или певец, композитор. Да? Эта карта говорит об возможности заявить о себе. Может быть, у кого-то это вот при помощи какого-то человека влиятельного, это заручиться чьей-то поддержкой. Это может быть продвижение, да, получение какой-то новой должности, но вы будете очень довольны этим. Может быть, вы давно об этом мечтали. Здесь карта говорит, что вас ждет успех. И вот как интересно для тех, кто ищет работу, у нас этот туз перешел в двоечку. Здесь для вас будет очень важно партнерство. Вам могут предложить какое-то бизнес-партнерство, может быть, влиться в какой-то творческий проект. Или карта говорит, если вам в одиночку тяжело что-то реализовать, то нужно вот кого-то позвать, да, какого-то человека. Это даже может быть, работать будете вы, но человек в вас богатый вложится. Вот в совет, может быть, карта говорит, что нужно составить план, все продумать тщательно, прежде чем идти и договариваться. Финансы, десятка мечей. Да, ну с финансами здесь у вас проблемы. Хотя вот солнце встает, то есть она говорит, да, вот что-то, может быть, не реализовали или на что-то вы возлагали надежды, не получилось вам это исполнить. От чего-то, может быть, вы откажетесь. Как правило, это выход из кризиса, из каких-то финансовых потерь или трудностей. Так, давайте вам одну карту. Как бы она говорит, что да, десятка-то уже хуже не будет, но надежды какие-то появляются. Давайте вам совет здесь посмотрим по деньгам. Помощь, да. Тут по всем картам вы можете на кого-то рассчитывать. Помощь вам окажут. Будь то это отсутствие работы, значит, с кем-то. Будь то это отсутствие жилья или какие-то временные трудности, которые вас здесь пугали. Боролись вы. Вы не просто ручки сложили и сидели. Нет, вы боролись, вы шли к своей цели. Ну вот что-то, да, может быть, переехать, уехать. Но вот сложности были. Может быть, вот именно из-за того, что происходит в мире. Или вот сейчас закрыли все. Мы же смотрим 10 дней. Да, если еще карта говорит, стесняетесь кого-то попросить, не надо это делать. Попросите, вас обязательно помогут или поддержат. Ну, а в конце, я уже практически озвучила, если уезжать куда-то собираетесь, не в эти 10 дней. То есть какие-то задержки еще, вот подождать, вот посидеть на чемоданах и подождать. Это может быть чемоданы образно, что-то воплотить в жизнь, что-то реализовать. Пока еще придется чуть-чуть подождать. Ну, может быть, это вот реализуется у вас, например, 11 ноября. Вот официально вы вопрос решите. Может быть, действиями еще будут задержки. Так, хорошо. Совет для скорпионов от оракула «Магические врата». Первая декада ноября. Живи проще. Я ценю простые радости жизни. Ну, эта карта всегда говорит, живи здесь и сейчас, в данный момент. Не живи прошлым, не живи будущим, а старайся жить сейчас. Так, и маятник. И свечка у меня потухла. Так, маятник, ответь, пожалуйста, скорпионам на их запрос «да» или «нет» на период с 1 по 10 ноября. Ответ «да».
Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам хорошего.